that was just built recently. It was established in 1962 and is dedicated to the education of Native students. Важнейшую роль в популяризации искусства индейцев играет специальный институт, университет, изучающий культуру коренных народов Америки. Он был организован в 1962 году. На слайде представлено его новое здание. Основная функция данного университета – образование и популяризация культуры народов Северной Америки. The National Museum of the American Indian, its construction was completed in 2004 in Washington, D.C. along the Mall. This museum has not only shown art from historic time periods, but they also have annual exhibits of contemporary artists. Следующий важнейший музей, популяризующий культуру коренных народов, это Национальный музей Национальный музей коренных народов Америки. Он располагается в Вашингтоне. Построен в 2004 году. Каждый год проходят выставки известных художников и выставки молодых современных художников. I'd also like to mention 3 other organizations. The Idle-Jorg Museum offers a prize every 2 years, giving $20,000 to 5 different Native artists. The Crow's Shadow, it's a lithography studio in Pendleton, Oregon, that was started by the Walla Walla artist James Lavador, is now run by Frank Jansen. You see him on the right, with printing with the artist James Luna. I'd also like to mention the Tamarind Institute, a lithography studio in Albuquerque, New Mexico, which has printed many Native works since 1970. Далее я бы хотела рассказать о 3 крупнейших музеях, которые также принимают активное участие в популяризации культуры коренных народов. Музей в Идл-Джорге, он учредил специальный приз в $200 000. Этот приз присуждается каждый год лучшему художнику. Следующий музей музей, здесь учреждена специальная премия Джеймса Левадора, ежегодное событие, также выбирается лучший художник. И музей в Альбукерке, Нью-Мексико, Тамарин музей, он также играет важнейшую роль в популяризации культуры коренных народов. So to conclude, I hope that you will enjoy this exhibit and find the wonderful vitality and energy that we see in Native communities. Art has become not only an economic force, a way to allow Natives to make a living, to remain on their tribal lands, but it has also provided a voice that we can all enjoy and appreciate. В заключение мне бы еще раз хотелось подчеркнуть важнейшее значение, которое имеет данная выставка для популяризации культуры. Я надеюсь на то, что, знакомясь с нашими экспонатами, вы сегодня почувствуете не только ту жизненную энергию и силы, мощь современных художников коренных народов, но и услышите их голос и вопросы, актуальные вопросы, острые вопросы, которые они поднимают в своих работах. Надеюсь, что вам понравится их творчество и вы узнаете больше о данной культуре. Большое спасибо.
Спасибо. Thank you for the time, and thank you, Natalia. Друзья, сейчас Дебора Хохола расскажет вам о своей инсталляции, поэтому прошу всех подняться и подойти к ней. Good morning, everybody. My name is Debora Hojula. I am from the pueblo of Isleta and Yemes, New Mexico. I would like to start off this morning with a prayer to everybody and a prayer to this safe and wonderful experience that we have all had. Shimbafun eya tatita I kawamban dahum nawen Shimba. Okay. Добрый день, уважаемые зрители. Меня зовут Дебора Хохола. Я очень рада приветствовать вас сегодня на данной выставке. Я являюсь представителем народности Пуэбло, Нью-Мексико. Сегодняшнюю нашу встречу я бы хотела начать с молитвы на родном языке, для того, чтобы мы все ощутили важность того момента, участниками которого мы сегодня являемся. We usually start our meetings or our gatherings in my culture with a prayer. So I offer that prayer to every one of us here today before I talk about my works that I have installed here in your beautiful museum. Обычно все мероприятия нашего сообщества, нашей народности начинаются с молитвы. И поэтому я также решила начать сегодняшний разговор с традиционной молитвы. I started doing installations in the year 2008. I wanted to expand my idea, my boundaries as an artist, especially a Pueblo artist and a woman. I am a printmaker. I wanted to extend the limitations of printmaking and do exotic long scrolls of multiple mediums in printmaking. I love the use of very delicate papers. I used to make paper with students with disability. I'm also an instructor of people, of very young children, to college students and adults with disability for 4 years. Вашему вниманию представлены инсталляции, которые я начала делать в 2008 году. И с этого времени творческий процесс не прекращается. Я работаю вместе с людьми с ограниченными возможностями. У меня 2 студента. Мы работаем в тесном творческом союзе. Я использую различные техники, различные печатные техники. Дебора рассказывала мне, что все работы, все изображения наносятся на тонкую японскую бумагу. Техники традиционные, она научилась их, овладела ими, обучаясь в университете. Но мотивы — это исконные мотивы коренных народов. This installation represents kind of a sense of prayer and meditation. I try to represent that in my work, hoping to stop people in their feet in the hustle of an everyday life, and just kind of stop and take a fresh breath of air and to have a sense of down-to-earth feeling with all the elements that are involved and is needed in our lives. Мои инсталляции представляют собой воплощение молитвы
и размышления, медитации о нашей современной жизни сквозь призму истории моего народа. В условиях современного глобального общества очень сложно найти время, когда можно просто подумать о том, как мы живем, и моя инсталляция как раз и призвана найти это время и просто элементарно даже ощутить землю под ногами, понять о том, что мы здесь находимся, ощутить ценность данного момента, подумать о том, зачем и как мы живем. The representation in this piece here is the two worlds in which we live in. I guess more or less the American Anglo side and my native side. And the certain very delicate boundaries we have, and the very boundaries we place on ourselves on what we can tell of who we are as Native people and our spirituality. I use the scrolls as kind of that boundary level to where you are peeking into my world, my spirituality, my belief system, and my ideology. I use the earth as a very representational format to this composition, to represent symbolic imagery of rain, wind, earth, water, and all the elements that are important to us, and give it a sense of design or a sense of prayer as an altar would in a church. Центральной темой моей инсталляции является сопоставление двух миров, в которых живут коренные народы Америки. С одной стороны, это англосаксонский мир, мир белых, и с другой стороны, это мой родной мир. И здесь данная инсталляция, она называется «Взгляд, подглядывание в меня». Вы можете немножко заглянуть в мой мир, в мою душу и понять чаяние моего народа. Я использую многие символы из истории моего народа. Кроме того, я активно использую землю, грунт, почву для того, чтобы подчеркнуть объекты окружающего мира и важность их для жизни каждого человека. Небо, воду, воздух, солнце – все это очень важные вещи, и мы должны понимать их значимость. The symbols on the scrolls on a kimwashi Japanese paper are symbols representing different elements, different roles that women have in our society. Me as a mother and a grandmother and a woman, the water is a big resource. Without no water, there is no life, and women carry life. And to me, that's very important. So the representation here of our photographs that were taken of women in my pueblo back in the late 1800s. And you can see the pottery on their heads, like this image here, where she is carrying the water on her head. And the pottery is used in a stamp design from linoleum cuts. The color of the red is an iron oxide that is a natural paint that we gather for pottery painting or body painting. The dots here are stamped with a bamboo, which is used in a traditional body paint that is still used in ceremonial paint today. Основная тема моего творчества – это женская тема. Все свитки выполнены на японской бумаге ваши, и вот на данном свитке я особенно остро подчеркиваю тему женщины. Женщина – это необходимый элемент, продолжающий жизнь. Без женщины невозможна связь поколений, и я сама и мама, и бабушка, и для меня тема материнства очень важна.
Вашему вниманию представлено изображение женщины Пуэбло. Это изображение, так женщины выглядели во второй половине XIX века. На голове у нее располагается специальный сосуд с рисунками красной краской. Это оксид железа. И традиционная краска для моего племени. Кроме того, изображения наносились бамбуковой палочкой. Эта палочка используется в нанесении изображений тату и очень традиционно для нашего племени. Есть несколько других женских символов: вода, дождь. Это все, что приносит жизнь, как и женщина. The avenue or water serpent in this symbolic imagery here is a serpent, is what is told by my mother, that lives in the underworld in which we emerge from, and will come out with lightning coming out of its mouth and bring the rain to the crops when is needed. The banners that you see on every one of the bottom base is as representation of that, the division of the earth and the underworld in which we emerge from through mythological stories of my people. Следующий важный персонаж данного свитка – это подземный змей. Это персонаж многих, он является персонажем многих легенд нашего народа Пуэбло. Мне о нем рассказывала моя бабушка. Он выползает из подземного мира, из его пасти разверзается огонь, который потом целительной влагой выпадает на землю. Далее обратите внимание на орнаменты внизу каждого свитка. Это традиционные орнаменты, символизирующие границу между нашим миром и потусторонним миром. In a lot of the imagery, you see representation. This is of the sun. My rain clouds bringing the rain. You see symbolic imagery of, this is kind of like my symbol of the egg that a woman carries and the bringers of life into the world. Here we have more rain clouds and the power of the lightning that comes out. And here we have the woman gathering water. The water is used, it's very important in ceremony. The women are the gatherers of water, to where we take it back to a ceremonial house and is blessed, and the people during the different seasons of the year drink the water to kind of like a Catholic would use in communion. Далее вашему вниманию представлены всевозможные символы, характерные для моей культуры. Например, вот круги на изображении символизируют собой женскую яйцеклетку и потенцию к продолжению мира, то, что, без чего мир не может жить. Кроме того, я активно использую водяные символы. В моей народности вода очень часто используется в ритуальных обрядах. Мы приносим воду в наш главный ритуальный дом, подвергаем ее всевозможным обрядам и выпиваем по разным поводам в течение года. Вода – это живительная сила, символ продолжения жизни и субстанция, объединяющая людей, врачующая болезни, подобно тому, как воду используют католики в своих обрядах. The interior is always spontaneous. I really never know what comes out of the certain area that I will put an installation up, or what materials are of that area. With customs and
kind of worried if materials will get kept behind, I decided to just bring the scrolls and come to Ekaterinburg and find a material that is needed for the center of my piece. I more or less kind of call it an earthworks, and using dirt from Ekaterinburg and rocks is this design and this image kind of becomes to mind as I start to put together. It becomes more a meditative stage of design, and it is really never planned. It is something that happens, and as I look at it, it always represents the path or the journey that I am taking. And it always leads to the center of who I am as a Native person. Внутренняя часть инсталляции – это всегда импровизация. Путешествуя от места к месту, я каждый раз выбираю новые материалы, характерные для той местности, где проходит выставка. В Екатеринбурге я решила использовать различные типы грунта, камни, и каждый раз я не знаю, что получится в конце концов. Я вдохновляюсь текущим моментом, но основной мотив один. Вся инсталляция символизирует собой дороги и путешествия, в которых я нахожусь, но в центре есть важная точка, это тот центр, который находится внутри меня, это то, какая я на самом деле. От местности к местности материалы варьируются, я использую материалы, характерные для того места, где я нахожусь. The symbols on the right and the left are the spiral to the travel of the past, present, and future of all living elements of life. The circle again, you see that is represented in a lot of my work, and just kind of again the seed and the egg of life of all living elements. I thank you for your interest. And I appreciate all the respect and all the help that we have received here in our journeys. And I hope you enjoy it and tell all your friends and your family to come and enjoy this wonderful exhibit. Thank you very much. Friке. Основной мотив инсталляции – это всевозможные виды спиралей, символизирующие собой цепочку событий, которые я проживаю, и кроме того, конечно же, многочисленные круги, поскольку вы видите, что я активно обращаюсь к кругам на свитках, круги символизируют собой мировое яйцо или женскую яйцеклетку, символ жизни и продолжения жизни. И большое вам спасибо за то, что вы разделили со мной этот момент, посмотрели мою инсталляцию. Большое спасибо за внимание к моей культуре и надеюсь, что вам понравится. Thank you very much.